Доброе утро. Короче, мы проснулись, время на улице 6 утра. Интернет здесь хреновый. Вчера мы проехали 68 километров, по-моему. Вот, набрали высоту где-то 2900. Не набрали высоту, а набор высоты сделали. А высота где-то у нас 1000 с чем-то, по-моему, или 1500. То есть мы поднялись, потом спускались, опять поднимались, спускались. Ну, горочки, конечно, были жесткие вообще сначала. Просто адские. Сегодня, по-моему, у нас еще больше набор, 3 с чем-то тысячи. Почти 4. Ну, вы знаете, мы просто не пообедали вчера вовремя. Там не получалось. То есть в таких поселках там не было таких кафешек, где можно было пообедать. Мы перебивались там орешками. Воды буквально там было в одном моменте не хватило. Благо был типа вот такого родника. Он там руки плавает, идет. Мы набрали туда воды, набрал холодненькое, напились. Раньше постоянно, когда останавливались, там были часто магазины, останавливался, покупал постоянно какие-то соки, ну, чтобы быстрые углеводы. Сейчас решил попробовать без них, чисто на воде попробовать, вот, чтобы немножко бока подсушить свои. Посмотрим, пару дней, 3 попробую на воде, дальше будет видно. И расскажу вам потом, каково это. Вот. Ну, в общем, сейчас загружу в компьютер этот трек, и мы выходим на улицу. Мы находимся в таком штуке. Вот у нас такой хостел. Слушайте, 20 самоней с человека. Не знаю, мы, может быть, даже не каждый день так делали, но если бы такие ночевки были бы у нас, там, не знаю, через день мы бы так и останавливались. Ну, удобно, розетка есть, душ есть. Сходили, помылись, ну, как бы, понятное дело, что они не везде будут, и контент нужен там, и для себя прикольно, но нам это удобно тем, что не нужно время тратить на остановку лагеря, понимаете, а тем более, если мы сейчас выше будем подниматься, там будет холоднее, и нужно все доставать, допустим, спальники. Это все надо упаковывать, знаете, на это время надо тратить. Либо надо раньше вставать, либо раньше приезжать, а соответственно, ну, меньше ехать. Ну, короче, везде плюсы, везде свои минусы. Контент, конечно, сам себя не напилит, поэтому как бы для себя мне прикольно тоже где-то проснуться в каком-то красивом месте, чтобы ты открыл палаточку, да, там такие горы красивые виды, как вот мы были вот на границе с Афганистаном там, или еще где-то раньше. В общем, ладно, идем мы, буду относить свои сумки, я уже упаковал их, полотенце высохло, все собрал, тут Вовина шляпа, тут провода, компьютер его, так, мой пауэрбанк зарядился полностью. Вот что еще, вот что еще плюс, мы же заряжаем свои гаджеты. У Вовы, в принципе, есть солнечная батарея, да, но ему некогда ее приструнить, когда мы едем. У меня, допустим, есть динамовтулка, да, которая заряжает там, ну я и заряжаю, и вчера, допустим, за полдня зарядил свои батарейки для камеры, 2 поставил сразу в эти штучку, в зарядку, зарядил за полдня. Потом заряжал свой компьютер в Аху. Как бы такие мелочи, как бы оно заряжает, то есть я не трачу на них там, время какое-то или энергию с пауэрбанка. С пауэрбанка я в основном заряжаю только свой телефон. Ладно, хватит демагогии. Мы пошли пить чай. И там Вовчик говорит, какие-то на завтрак даже есть какое-то что-то вкусненькое, там что-то там яичница и сосиски, что-то такое. Пойдем завтракать и будем двигать. Вот нам начинает приносить завтрак. Принесли нам чай, сахарок, сосисочки, 2 яйца, кетчуп есть. Сейчас выезжаем скоро. Утро классное, солнышко встало, он светит полным ходом. И вот здесь ребята детей приучают к изначальному труду, помогают своим родителям. Спасибо большое. Спасибо. Помогают своим родителям работать, приучают к работе. Вот это воспитание. Вожуха прям. Приятного нам аппетита, покушаем и у нас, в принципе, велики собраны. Одеваем свои тапки и вперед.
Ну вот и все. Мы выезжаем. Велики собраны. Вельчик собран. Вовчик умывается. И мы стартуем дальше. В горы, горы, горы. Набрать высоты. Ох, мурашки по коже. Погнали мы. Вовчик, ты готов? Я всегда готов, как пионер советское время. Все, мы полетели, ребята. Пока-пока, на связи. Так, нифига не пока. Мы решили намочить одежду, пока мы здесь. И что мы будем ждать кого-то? Сейчас уже солнце вон высоко, и мы будем сейчас мочить свою одежду. Вот так делает Вова. И это, ребята, 8 утра. 8 утра. Ну вот только выехали из нашего городка. Какого городка? Поселка. И вот начинаются вот такие виды, ребята. Вот видите? Просто фантастика. Солнце недавно встало. Мы намочили вещи. Немножко прохладненько, но это пока прохладненько. Очень и очень круто. Настроение бодряк, вообще круто. И время у нас получается сейчас, не гляну, по-моему, 8 утра мы выехали. Это хорошо тем, что у нас есть запас большого времени для обеда, встать на обед, не знаю, где-то остановиться, почилить просто. Когда утром выезжаешь и до 7 катишь, и все. Приезжаешь, ставишь лагерь, либо заселяешься аккуратно. Времени достаточно. То есть, чем раньше ты выезжаешь, тем лучше, на самом деле. Лучше себя как-то в этом не то чтобы ограничивать, а, знаете, что я хочу сказать, что вы можете и выспаться, то есть вы не обязаны там вставать рано утром, там, и вы все-таки находитесь на отдыхе. Ну, смотря где вы, может, у вас там, не знаю, привет какой-то или еще что-то. Мы в данном случае находимся на отдыхе, мы путешествуем, у нас нет задачи гнать куда-то. Там, у нас вот есть средние, да, у нас есть вот такие ограничения какие-то, то есть мы планируем проехать этот путь за 23 дня, да, к примеру, то есть 21. Вот, мы его и придерживаемся, в принципе. Мы не отстаем, мы не опережаем, поэтому двигаемся в таком темпе нормальном, вот, в среднем темпе двигаемся, не перегружаемся. Где корочка, мы на нейтралочке катимся. Где-то высокий подъем мы идем пешком, чтобы не нагружать ноги, понимаете? Вот так. Вот такие видосики. Фантастика, а? Просто фантастика. Я когда-то сидел на диване и много раз пересматривал такие видео, где люди, иностранцы в основном, показывали такие видосики вот с такими видами. Здравствуйте! Салам алейкум! Такой головой махнулся. Вот очередная горочка. Это просто капздец. Нелегко снимать контент, ребята, двигаясь, поднимаясь такую горку, толкая велосипед. Ну ничего,
как в жизни добиваются цели. Если цель есть у тебя, и ты терпелив, не настойчив, то ты обязательно ее добьешься. Согласитесь. Бывают, конечно, такие моменты, когда не все хочет, не все делает, не все происходит так, как ты хочешь. Вот. Но если ты настойчивый и упертый как баран, то ты будешь, раз не получилось, будешь второй раз пробовать, третий, четвертый, пока не добьешься своей цели. Я иду в первый раз на помере. Простите. Я иду первый раз, прохожу этот путь. И я хочу его пройти первый раз. С первого раза. Не со второго и не с третьего. А с первого. Вот так. Вот такая у меня цель. Да, будет нелегко. Сейчас жарко. Сейчас почти 39 градусов по Цельсию. А всего у нас 9 часов утра. Представляете? Вот так. Вчера было 50. Вчера было 50. Вовчик тоже идет. Прошел, делал фотки, даже не остановился. А контент сам себе не напилит. Не напилит. Блин, сейчас возьму руку. Удобную руку, чтобы можно было толкать и снимать видос. Батарейка еще не села. Вот такие видосики, смотрите. Красивые. Кстати, здесь вот просто разогнаться и туда сигануть. Не дай бог, вы что? Неприступные горы. Фух. Вы могучие. На пути очень часто встречаются вот такие остановки. Смотрите, как цивильненько. Разметочка. Пока все есть. Я вот планирую сейчас здесь остановиться, чтобы поставить свою колонку JBL на зарядку на втулке. И посмотрим, зарядится ли она или нет. Сейчас мы ее достанем. Достанем и посмотрим. Где она? Пидура. Нам нужен проводок. Проводок. Ладно, сейчас достану, а то неудобно. Вот, остановились на остановке. Захотели горячего чая. И сейчас будем его делать. Маленький привал, да, время позволяет сегодня. Мы шпилим нормально. Градиент такой себе. Чик-чик-чик, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть мы успеваем. Может быть, сегодня получится побольше проехать. Может быть, 80 проедем или 100 даже. Бля, 100 все проехали, вообще заебись. Останется до Хорога там вообще чуть-чуть. Так что будем стараться. Не обещаем, но попробуем. Подкачать колесо. А то что-то оно подсдуло немножко. Не знаю почему. Кстати, это после того, как мы заехали туда. Может, не сдуло, может, мне покажется. Но здесь показывает почему-то. Сколько сейчас? Посмотрим, что показывает. Так. Показывает. Блин, 4, да? Или не достает? Вижу. Сколько? 40. PCI. 58 PCI это 4 барреля. Короче, качаем еще. Угу. Мы готовы. Попили чай. Стартуем. Поехали. Хотел спросить, что это такое. Говорят, что это какой-то завод по изготовлению воды, что ли. Что-то такое, короче. Поднимаемся в горочку. Проезжаем какую-то мини-цивилизацию. Тут такие домики даже двухэтажные есть. Какой-то завод мрамора. Hello! Так, приехали в такое место шикарное. Не помню название. Здесь очень шумит вода. Горная река течет. Мы остановились в таком месте красивом.
Сейчас пообедаем, попилим контент и поедем дальше. Сделаем, да? А нет, считай до 12, да? Пивасик пью. Принесли нам шурку, лепешки. Смотрите, какой вид здесь классный. Друзья мои, шурпа в Таджикистане просто обалденная. Вот так хлебушек мотаю, лепешку. Мотаю лепешку. Это очень вкусно. Так, ребят, мы поели. Мы поели, напилили контент. Все съели. Поели где-то на 95 самани. Это пополам где-то 45. 50 самани это 350 рублей. Выпили 2 пива, 3 первых, 1 второе, лепешка, чай. Я считаю, что это дешево. Получается 100 самани по 750 рублей. Вот двоих 300 с чем-то рублей, это вообще копейки. В общем, приехали вот в такую грунтовку. И дальше асфальта не будет, цивилизация закончилась. И теперь у нас впереди вот такой завал. Сверху он на эскалаторах стоит. Что-то тут взрывают. Вот такая дорога, друзья. Памирский тракт. Кстати, здесь китайцы дорогу начали делать. И там тоннель только что проехали, блин, не включил камеру. Спрашивали у таджика, где тут можно палатку поставить. Мы едем вон к тому дереву. Там какое-то здание есть. Может быть, там сможем что-нибудь бросить в кости. Там и родничок есть, можно воды набрать. В общем, проехали мы немного. Ну как немного? Относительно, сейчас скажу. 67 километров. Ну, планировали 80 сделать. Пробили колесо, потратили много времени. А местные говорят, лучше не ночевать в местах, лучше в деревне. Ну, то есть лучше в деревне переночевать, чем между ними. Потому что здесь мелководье. И здесь талибы бывают, могут перебраться на эту сторону. Ну, как бы так. Ну, конечно, это редкие случаи бывают, но, говорит, могут. Вот, и пограничники здесь ходят постоянно. В общем, будем смотреть сейчас. Ну и вот это местечко, про которое говорили. Какая-то столовая. Родника пока не вижу. А, вот родник. Вот он, маленький родничок. Ну, типа не говорит, чтобы здесь мы встали и заночевали.
Здесь так дует нехерово. На самом деле. Сейчас поставим велосипед. Это столовая. Сейчас посмотрим, короче. Что здесь столовая? Так, здесь будем? Я не... Ну, сейчас осмотримся. Не знаю, Вовчик, откуда я знаю. Осмотреться надо. Что за столовая? А, она закрытая. Она закрытая на замок. Да, столовая закрыта, а возле. Скажи, где-то родник должен быть. Ну вот родник, вон, проехал. Вот здесь, значит, да. Вот они здесь здесь советовали. Палатку поставить? Да. Здесь проезжают все. Ну, тем не менее. Что? Ну, тем не менее, все нам здесь советовали палатку поставить. Привет! Откуда? Из России. Россия? Молодец, спасибо. Ну, что у нас тут есть водопровод, считай. Зубы почистить, умыться. Так, пользуясь случаем, быстро расскажу вам про то, как нас вчера нагнали ночью пограничники из того места, где мы остались, напротив, где нам подсказали местные жители. Я уже почти заснул, и приехали какие-то ребята, патрульные, дружинники или кто они, пограничники не были. Говорит, вам здесь нельзя оставаться. Проверили у Вовки документы, вызвали погранцов, они приехали на своем военном джипе. И мы собирались ночью там в потемках с фонариками, собирали, не знаю, минут 40, наверное, собирались. Почти собрались. Самое то это заправить наружную сумку, спальник. И, естественно, хорошо забить подсидел. Но я его, по-моему, плохо забил, мне придется его, мне кажется, сейчас снимать. Выезжаем из этого закутка. Вова говорит, никуда мы не едем, потому что колесо, видимо, та латка херово заклеилась, скорее всего. Понеслась. Да палец не убить бы, бля. Опять нахуй. Здесь хоть чистенько, бля. И то ладно, вчера-то вообще ремонтировали здесь. Ебать, в таких условиях, что пиздец. Ну и посмотри, у меня какие колодки. Колодочки, блядь. А? Ротор имеешь в виду? Не, ротор нормальный, колодки. Ну, колодочки нормальные еще. Хорошо протерлись так. Вот здесь. Здесь не вижу что-то. С другой стороны. Ну, с другой стороны видно. Ой. Что-то их там мало как будто. А ну-ка. Да, маловато. У меня передние колодки подстерлись чуть-чуть. Ну, то есть задние у меня лучше, а передние хреновенькие. Ну что так, не получится так? Видишь, срывает по. А, как ты делал? Конечно, я ж так и делал. Ебать. Ну, Начинаешь давить сильнее, она соскакивает, и он, видишь, сносит нахуй. Можно, я так и делаю, но каждый раз, видишь, палец за это намочить отдает. бы. Вот там, кстати, ванна есть. Не. Вот там. Сейчас сниму, а потом уже, если прокол искать будет, ну, может, заклеим, проверить, сходить, все ли заклеили, а больше, может, просто несколько дырок было. Вот мы и тронулись, собственно говоря. Дорога все та же, говорили местные землемер какой-то там, что нам еще ехать 90 километров по такой дороге. Вот по такой дороге, гравийной, стихии гревела. Но я вам скажу, что с вещами ехать по такой дороге и со всем оборудованием, которое у тебя есть, и снаряжением, ну такое себе удовольствие. Так думаю, ребята, что раньше эта дорога была федеральной. Вот, сейчас она с той федеральной мы уже съехали, а это такая старая кумирская дорога.
по которой едут такие большие грузы. Ну и джипы здесь ездят, перевозчики. Они тоже медленно едут. Вот видите, какой асфальт здесь? Не очень добротный. Здесь в дырках. Он намного хуже, чем гравийная дорога. Трусить неимоверно. И едется не очень комфортно. Ну это чтобы вы знали просто. Я как бы знал, на что я иду. Я много видео пересмотрел. И не надеялся, что будет прям здесь идеал. Мы и так проехали хорошее расстояние по ровному асфальту. Ну, что делать. Здесь тоже красиво. Я ради этого, в принципе, сюда и ехал. Доберемся до Хорога. Даже раньше немного там будет. Местные сказали, там будет дорога получше. Асфальт, говорят, там что-то китайцы строят. Слушай, вчера вечером было очень много машин. Наверное, это связано с тем, что вчера тоже перекрывали дороги взрывами эти вот скал. Возможно, вчера такой поток был машин, что они прям очень часто ездили. А сейчас прям их мало, смотрите. То есть их практически нет. Странно. В 12 часов сказали, закроют проезды. Нельзя будет ехать. Ну, где именно взрывают. Но нам еще туда далеко. Километров 50 где-то. По такой дороге, конечно, 50 километров и в день можно не проехать. С такой скоростью. 10 километров в час. Жесть, конечно. И вы посмотрите, какие здесь сооружения. Не знаю, для чего это. Я думаю, что это как крепость типа. Или нет, или просто загоны какие-то непонятные. Фиг его знает. Даже не у кого спросить. Напоминаю вам, что сегодня 7 июня. Потому что многие блогеры, когда едут, и многие хотят понять, когда же им ехать, в какой месяц или время года лучше по Памирскому тракту. Сейчас 7 июня. Выехали мы 2 июня из Душанбе. Подъезжаем к Хорогу. Очень комфортно поехать по такой дороге и снимать себя на видео. Еще в таком обрыве, смотрите, как я еду. Потому что там невозможно ехать. Такие булыжники лежат. Трусит. Обалденно вообще. Вовчик где-то сзади едет. Догнал меня Володя. Мы остановились пофотографироваться в таком месте красивом. Посмотрите, как красиво. Водопадики. Афганистан на другой стороне. Зачетное место, согласитесь? И как вот здесь люди живут, я не понимаю вообще. Вот так вот, без интернета, без Wi-Fi. Без похода в пятерочку за пивом. Или рыбкой, да? Представляете, сколько надо ехать в пятерочку за пивом отсюда? Каждый выбирает там, где он хочет жить, я считаю.
Остановились, ребят, в кишлаке. Кишлак называется Курбоват. Вон тут водопадики местные, кафешечки, носочки. Не стирал, просто разулся, одел тапочки, помыл ноги, намазался кремом от загара, помыл свои чешки, потому что они были очень грязные, как будто в цементе едешь. Не могу это. Велосипед очень грязный. Мы проехали всего 40 километров с Володей. И все решаем, как нам проехать остальной путь, не ехавший на велосипеде. Все решаем, как обмануть природу так, чтобы мы проехали, не проехав. Был бы асфальт, здесь можно было лететь, да? Просто... А так приходится тормозить и на камнях подпрыгиваешь, как козел. Не забывай еще тот фактор, что дедушка землемер нам сказал, что через 90 километров где-то начинается асфальт. И сказал он нам это в поселке Кеврон, который был 40 километров назад. То есть 50, если ему верить, то 50 остается. Это нам 30 до чекпоинта, и завтра еще 20 по бездорожью. И вполне возможно, если он был прав, то мы завтра выскочим на более-менее асфальт. Не знаю, насколько это правда. Вот если мы выскочим на более-менее асфальт, тогда вот это уже более-менее реальные цифры. Хотелось бы, чтобы это была реальная цифра. Короче, приехали мы до блокпоста, где делают дороги. Как нам и говорили, мы встали. И можно будет проехать только после 6 часов. Так, солнце зашло. Ждали очень долго. Были там горки такие, что неуверенные. Рукой не удержать, чтобы поснимать. Жесть, короче. Едем в тени между каньоне, между гор. Вон там афганистанская дорога. Вон водопад, смотрите, какой красивый. Солнце красиво там. Идет. Но нам еще ехать до стоянки километров 15, где мы сможем встать именно на ночлег. А мы уже подъезжаем к месту своей локации. Еще осталось километров 5. И остановились у родника, потому что у меня закончилась вода холодная. Хочу налить водички. Я очень устал. Смотрите, какой у меня загар клевый. Короче, нам еще километров 5 пилить. Видимо, мы проедем уже. Будет темно, скорее всего. Остановились возле магазина с Вовчиком. Купили себе по фанте. Взял сосиски с лепешкой. Планировали встать возле деревни и искать какое-то место для палатки. Тут бомбануло ему, говорит, поехать куда-то далеко. Еще 1,3 километра. Вот я проехал 1,3 километра. Но все равно я не знаю, где он. Хер его знает, что делать. Не будет его, значит, поеду дальше. Вообще. Все, будем на связи. Погнал я. Доброе утро. Ребятки, доброе утро. Сегодня я спал в очень таком необычном месте. Мне не очень здесь зашло, если честно. Вчера были какие-то все пьяные тут. Не особо хотел и камеру доставать, потом улегся. Здесь пришел туда дядька. Начал много вопросов задавать. Вот, и я так немножко полазил в интернете и залип. Короче, лег спать, потому что я очень устал. Ну, вот. Сейчас я умылся. Вова остался вот каких-то там в деревне. Спал в кишлаке другом, километров 8 отсюда. Я сейчас жду его, мы созвонились, он сейчас приедет сюда. Я заказал здесь завтрак. Сейчас попьем чай и сосиски с яйцами. В общем, вот такое здесь место. Вот. Видите, типа бассейна. Вот здесь нет проточной воды. Туалет вон там, вон туда ходить куда-то. Утром ходил. Розеток мало. В общем, так себе. Мне не очень понравилось. 50 самани стоит за ночь. Завтрак вроде недорого сказали тут. Сейчас посмотрим. В общем, такие дела. Жду Вовчика. И позавтракаем немного. И поедем. Да, еще обратите внимание, какой грязный велосипед. Велосипед, сумки. Все в пыли. Вот эту сумку я вчера еще помыл с бананкой. Более-менее.
Смотрите, все в пыли просто. Просто весь грязный вообще. Кассета, смотрите, какая грязная. Надо будет ее сейчас, наверное, помыть салфеткой и смазать, потому что это вообще жопа какая-то. Там смазки вообще нет никакой. Надо будет сейчас это сделать обязательно. Ладно, сейчас дождусь Вовчика. Вот так лучше. Буду Вовчика ждать. Вот сюда заходи. Что, проверяли паспорт? Не. Махнул рукой, сказал так, прыщи. Да, проверяли? Да. Проверяли? Да. Да, проверяли. Все нормально? Ну просто посмотрел и отдал. Я остановился, говорю, надо. А я, короче, добрался до туда, посмотрел, тебя нету. Думаю, ну, значит, ты там в спальне кинул на площадке. До куда, до куда? До верха холма. Ну, там же подъем от этого магазина шел. Ну. Пошел пешком, бля. Смотрю, у тебя фонарь не горит сзади, никто не едет. Думаю, ну, значит, ты в спальник там кинул, куда не поедешь. Добрался до этой точки, смотрю, тоже никого нет. Посидел, людей нет вокруг. И тут 4 парня молодых. Я говорю, где можно палатку поставить? Они такие, давай что-то объясняй, куда-то в горы. Я говорю, парни, я с великом куда-то в горы я не смогу. Такие, пойдем с нами, они козу, барана несут, как бы, знаешь. Все, говорят, пойдем с нами. Я пойдем. Вот мы пошли вниз. Вот он, наверное, тебе сказал, что я дальше проехал. Он видел, как я с парнями с этим проходил туда вниз. И по каким-то Я пошел налево, получается. Вот, и по каким-то козьим Подожди, тропам. вот я спустился снизу вот так. Ага. И еду вот такой, и смотрю, этот, ну, фонарь моргает. Я думал, ты там мне моргаешь. Увидел меня, и типа мне моргаешь. Я думал, ну, заеби сейчас. И я такой проезжаю, смотрю там, ну, смотрю на них, это не, ну, как бы не ты. Я говорю, не видели парня с велосипедом? Он говорит, а он проехал, говорит. Да? И все, я поехал туда. И как раз это было, это еще была не отметка 1,3. Это было дальше еще. Еще Ты, дальше ты же сказал, что ты хотел, где гречка. Да, где речка, Вот, да. вот я на этой речке чуть не Да. упал туда. Я, короче, погнал туда. Они меня в самый вниз по каким-то козьим трокам. Я говорю, парни, я не смогу. Они мне велик помогали спустить вообще вниз туда. Я говорю, ай, мать, нахуй, думал, пиздец. Спустился туда вниз. А я думал, мне палатку хочет в доме показывать. А он меня в дом приводит, там, ты помнишь, фигня. Они мне сели в кровать, говорят, ложись. Я говорю, мне не надо, у меня там кореш, говорю, наверху, как бы, это самое. Они что-то было, а они по-русски вообще не говорят. Вообще. Ну, тоже. И они что-то, связи нет. Я там, они все ушли. Я на какое-то дерево там залез, блядь. Эту связь ловлю, блядь. Она то есть, то нету, блядь. Я Думаю, что ты не ловишь? Я ехал, не отрежировал его. внизу у реки. Здесь тоже зашли. Я сейчас поднялся наверх, у меня сразу появилось, блядь. Сейчас нам я яичницу сделал с сосисками и чай. И все, и мне велик уже не вытащить. Они ушли все. Мне велик не вытащить нахрен оттуда, блядь. Пиздец, темно, блядь. Руки вот такие, Саня, я тебе отвечаю. Я, блядь, не сфоткал, потому что я просто, блядь, обалдел. Знаешь, это, понимаете, вот такая. Я открываю одеяло, и он вот такой ползет белый. Вот такой, нахуй. Ну вот я в 5 проснулся, собрался и пошел. Потому что с утра увидел, что ты мне отписался, что в сообщениях. Вот такое здесь место. Туалет вообще. Где-то там, вот, пока добежишь, можно обделаться. Как сегодня было у меня утром. Выбежал, побежал. С утра. Вовчик еще не приехал. Слушайте, ночью, конечно, ехать вообще ни о чем. Я в таких местах. Я столько вчера проехал, километров 10. И не видел, что у меня происходило по сторонам вообще. Поэтому советую ездить по таким местам и по незнакомым местам ехать в светлое время суток, потому что с фонарем ехать там, где ты не знаешь дороги, это, конечно, и опасно, и тем более в таких местах. А ехал я вчера, там было очень много пыли, Я чуть не ушел во враг с большого моста. Конечно, я остановился, просто случайно остановился. Так бы я улетел. Такие дела. Фу, что-то херово с утра стало. Что-то не едется.
Живот крутит, не знаю что. Не понимаю из-за чего. Остановились на роднике вот. Набрать воды, помыться. Она, прикиньте, набрала вот флягу прозрачную. Она грязная. Вода грязная. Не прозрачная. Фу, что-то какая-то слабость. Но это не высота. Мы только на 1700 поднялись. И все. Кто-то крутит в животе что-то. Не знаю, хочется лечь просто. Полежать. Да и ехать надо тоже. Зашли, друзья, в магазин такой. А что есть? Кола. Есть кола? Энергетик есть? Вот, О, давай, энергетик. я буду. А кола есть? Кока-кола есть? В холодильнике нету, да? А что еще есть, кроме лимонад какой-нибудь? В холодильнике? Нет. Холодильник. А что в холодильнике есть? Только это? Только это, да, холодильник? Да. Иди посмотри, самчик. Да. Да, только это, говорит. Ну ладно, тогда. Так, тогда я буду колу. Не, кока-колу. Так он не холодный. Вот его. А сколько-то и сколько-то? Вот. Ага, 16. За нас. Куда? Харак. Да, хорош, сейчас едем, да. Короче, нашли чистую воду. Я сейчас буду принимать ванну для ног. Ёб твою мать! Что? Мусор кидали, извините, там идут. Китайцам, да. Понимание не. Многие считаются грязным. Ты не хочешь окунуть в нос? Знаешь, что нормализует это самое? Нормально. Наконец-то мы нашли чистую воду, потому что воды чистой не было давно. Все какая-то грязная. Здесь чистенькая, вкусная водичка. Сейчас покупаемся чуть-чуть. Покупаемся и двинем дальше. Уф. Уф. Очень жарко, ребята. Очень жарко. Сейчас июнь месяц, начало. 8 июня. Уже такая жара. 45-50. А представляешь, что будет в июле или в августе? Да, представлять не хочу. Я тоже не хочу. Так что вам решать, когда ехать. Добрый вечер. Короче, ехали. Я, ребят, не знаю, видно по моему лицу или нет. Я поймал тепловой удар. Я весь горю, короче. Ну, понятное дело, что я нагрелся на солнце. Но мне немножко херово. Я последние 10 километров ехал уже на автомате просто. Благо, что был кое-где асфальт. То есть и горочки были. То есть такими моментами с горочки спускался, получается, и наверстали немного километраж. Проехали мы 50 километров. По плану у нас всегда стоит 60. Если завтра легче станет, то завтра наверстаем. Завтра мы планировали вообще уже быть в Хароге. Блин, ну сегодня планировали 80 проехать.
Мы проехали 50. Дальше я не знаю, что как. Мне просто плохо. Это из-за меня, короче. Мы остановились. Ну, честно, правда, да. Я херовенький. Поставили, вот мы остановились в такой вот кафе. Здесь магазин при них. Сейчас в кафе пойдем покушаем. Нам разрешили поставить здесь палатку. Мы поставили палатку, велосипеды, уже расчехлились, чтобы пойти сейчас поесть и потом просто прийти и лечь спать. Видите? Вот. Постелили все. Сейчас только придем и спадки ляжем. Ну все. Ну все, сейчас пойдем покушаем. Сейчас покажу вам, что будем кушать. Да. Принесли нам шубу очень вкусную. Спасибо. Чайчик, хлебушек. Очень вкусная здесь шурпа. Да, подает яблочко, вполне. Спасибо. Напоминаю, проехали мы 46 километров. До Рушана нам еще там 45. Завтра мы его проскочим. Либо мы завтра проедем 109 топливо, если будет, если я восстановлюсь и будет дорога, нормальный асфальт. Вот. Короче, все время пытаемся топнуть и все получается наоборот. И все же, мы постараемся топнуть. Ладно, ребят, спокойной ночи. Утро вечером мудренее. Пока-пока.